Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, наши родные, наши любимые. Здравствуйте! Вот несколько дней назад мы делали видео именно в этом же месте, где рассказывали об очень непростой ситуации, которая у нас произошла. Мы совершенно не ожидали, что будет такой, обширный отклик, широкий отклик на это видео. Не ожидали. И первое, что мы хотим сделать, это выразить свою огромную искреннюю благодарность всем тем людям, многим людям, которые почувствовали то, о чем мы говорим, и выразили нам свою поддержку. Нам писали, что мы с вами, что мы едины. Нам писали: держитесь. И вы даже не представляете, насколько это было нам приятно, важно. И порой даже наворачивались слезы на глазах, когда некоторые комментарии мы читали. Многие люди писали нам поддержку свою в комментариях ВКонтакте, в личные сообщения, присылали письма на нашу почту, и женщины, и мужчины, кто находится в потоке родных душ, кто почувствовал нас, кто писал нам такие строки: «Да, я понимаю прекрасно, о чем вы говорите, все так, со мной происходило тоже что-то подобное». Присылали нам красивые стихи, не просто красивые, а действительно стихи в потоке любви, в потоке родных душ, очень светлые стихи, тем самым стараясь нас поддержать наше единство, предлагали свою помощь безвозмездную. То есть, понимаете, мы действительно очень тронуты вашей поддержкой, вашим вниманием, вашим откликом. Ведь когда мы решались рассказать это, мы не просто так взяли и решились, мы почувствовали, что наши высшие родные силы ведут нас к тому, чтобы этим поделиться с другими, с теми людьми, которые также проходят непростые испытания на пути родных душ. И несмотря на то, что мы так достаточно в общих чертах рассказали про свою ситуацию, мы знали, что нас обязательно поймут те, кто находится в похожей ситуации, или кто находился раньше в такой ситуации. И действительно, вы знаете, люди писали именно такие слова: «Я прекрасно понимаю, о чем вы говорите». Также комментарии в Ютубе. Люди писали именно о тех процессах, о которых мы и старались рассказать в своем видео. То есть возникло такое понимание, такое единство родных, что просто невозможно описать словами, насколько это светло, насколько это хорошо, насколько это приятно. Вы знаете, получилось то, чего мы не ожидали. Мы просто хотели откровенно рассказать о нашей ситуации. Почему я вкратце написал ВКонтакте, в том сообщении, которое, значит, прикреплено к этому видео. Если кто-то не читал, сходите, можете почитать. Просто с самого начала нашей деятельности 90-го года мы все говорим очень откровенно. То, что происходит, таков наш стиль, так мы живем, так нам нравится. Нам нравится откровенность, правдивость, прямота. Нам нравится то, что есть на самом деле. Поэтому мы и не стали утаивать то, что произошло. Вот такой у нас был импульс рассказать, да? Но мы совсем не ожидали, что в результате получится вот такое духовное единство. Возникло, вы знаете, на самом деле вот такое ощущение было, что
возникло вот это духовное единство многих людей, которые действительно подобное в жизни переживали, которые идут путем родных душ. Вот это все соединилось. Мы это почувствовали. И мы это чувствовали на протяжении нескольких дней после того, как мы опубликовали это видео. Комментарии приходили, письма, поддержка. Возникло вот это единство. И, знаете, хочется, чтобы это единство, оно продолжалось и продолжалось. Мы надеемся, что не только неприятности, не только какая-то беда объединяет людей, но и радостные события и что-то приятное также может объединять людей, которые близки друг другу по духу, которые, почти без слов понимают друг друга. Достаточно рассказать в нескольких словах, и человек, который проходил этим путем, он говорит: да, я вас прекрасно понимаю. Хочется, чтобы это единство сохранялось. Это замечательно. Я думаю, что надеемся мы надеемся, что вы также почувствовали это единство. Это очень здорово. Еще раз вам большое сердечное, душевное спасибо. Спасибо вам. Да. Ну и, конечно же, в каждой бочке меда найдется ложка дегтя. И среди сотен комментариев, различных писем и так далее, которые мы получили, находились вот такие вкрапления, 2-3 комментария, которые говорили: да мало вам, ребята, вам надо еще побольше. Мало вам, вы заслуживаете еще большего. Больших пинков, больших ударов, что хочется сказать. Действительно, ложка дегтя, наверное, она должна присутствовать. Каждому человеку судьбой приносится то, что, в общем-то, что человек отдает, то ему приходит. И мы никогда не считали, не говорили, что мы святые, просветленные, и нас ничего не берет. И мы такие, знаете, идем по пути, как по ковровой дорожке. Если у кого-то сложилось такое впечатление за те годы, пока вы смотрите наши видео, читаете наши посты, если у вас сложилось впечатление, что мы идем так без проблем, кто-то писал такие комментарии: да вы вообще без проблем идете, и у вас там что-то случилось, и вы уже плачете, да? Да. Хочется здесь добавить, такой комментарий прозвучал. Да вообще БП вы или нет, как вы могли так быстро соединиться, встретились оба холостые, быстро соединились, быстро все срослось. Простите, уважаемый зритель, если бы вы проходили тот этап, который проходили мы перед нашим воссоединением в физическом, повседневном уже плане, то не дай бог вам проходить такие испытания. Если бы вы шли с нами рядом и за нас бы прошли этот путь, в принципе, я бы не отказалась. Если бы кто-то за нас прошел этот путь и прошел наши испытания, может быть, было бы целое здоровье, может быть, не так сильно бы постарел организм за эти годы. Хотя внешне все выглядит, конечно же, прекрасно. Вы пишете, что мы хорошо выглядим. Да, действительно. Спасибо вам. Когда любовь нас восстанавливает после таких ударов, и это знает каждый, кто проходит путь родных душ со своим любимым или со своей любимой, когда поток любви восстанавливает вас, поток родных высших сил, поток вашего родного дома, он невероятно целительный. И когда он вас восстанавливает после таких ударов, конечно же, вы снова выглядите так, как будто бы ничего и не было. Но поверьте, остаются внутри эти шрамы, которые не видны глазу человека и даже не видны экстрасенсам, которые тоже периодически пишут свои комментарии, я вижу, чувствую. Каждый человек все равно видит и чувствует в меру своей призмы восприятия, поэтому здесь отдельный разговор, как-то и не хочется его трогать. Так вот, иногда хочется сказать словами кота-бегемота из произведения Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Да что вы, сударыня, я весь шитый-перешитый, штопанный-перештопанный. Вот примерно так, наверное, можно сказать о каждом, кто проходит путь воссоединения со своей божественной половиной. Вот этот комментарий нас навел на такую идею дополнительный раз. Мы решили, что, наверное, надо делать такие какие-то отдельные видео, где мы будем все-таки рассказывать о своей истории, о истории своего воссоединения, о том, как все проходили с середины 2012 года, как что было, да. Может быть, мы в какое-то время сделаем эти видео. Наверное, тогда многие смогут поменять свое мнение о пути воссоединения
близнецовых половинок, что кто-то, знаете, до сих пор и пишет, приходит на консультации и говорят, ну, я считала, что все-таки встретив свою близнецовую половинку, но все будет отлично, будут какие-то, да, такие передряги, там, внутреннее очищение, трансформация, все это так здорово звучит, но не так же больно, но не так же катастрофично, как это на самом деле. Да, и не так часто. Не так часто. Оказывается, что вот все со стороны выглядит таким здоровским, красивым, и даже романтичным, мистическим, необычайным, да, вот когда начинаешь это все просто на своей шкуре переживать, то оказывается все гораздо более прозаичным, гораздо более болезненным, и периодически себе говоришь, ну когда же все это закончится, да. Ну, вот такие вот были комментарии, самые разные, которые наводили на самые разные мысли. Что еще хочется сказать по поводу вот отклика на это видео? Такие редкие комментарии, когда люди писали: ребята, да вы в дуальности, вы просто ничего не понимаете, на самом деле добро и зло оно едино, нет никаких проблем, все отлично, нужно выходить за пределы дуальности. Но я еще раз повторюсь, мы же никогда не называли себя ни святыми, ни просветленными. Да, мы в дуальности. Мы в дуальности. У нас есть опыт, выход за пределы этой дуальности, есть неоднократный опыт, да. И это было у меня и в свое время в 2004 году, и в эти годы было. То есть считать смысла нет, сколько раз это было. Но одно дело, когда вы просто вот выходите за пределы дуальности, да, на какое-то время, даже на несколько недель, на несколько месяцев, а потом по каким-то причинам опять должны возвращаться на более приземленный уровень, да, потому что многие задачи недорешены здесь. Ваша ситуация, кармическая ситуация, тянет все равно вниз. И мы никогда не говорили, что вот мы такие святые, мы поднялись и мы там сидим, да. И вот были такие комментарии, которые говорят: да, ребят, вот вы там где-то внизу ничего не понимаете, а вот мы тут наверху, мы все понимаем, на самом деле никаких проблем нет. Мы вне дуальности, писали там люди про себя в комментариях, да. Ну, что сказать, вполне может быть. Но как-то, честно говоря, сомнений берет. Почему? Потому что когда люди пишут: я в дуальности, я там такой рассекой, такой хвальбишка, знаете, такой выпячивает себя, везде готов показать удостоверение просветленного всем и всякому. Но в это не верится. Суть даже не в этом, наверное. Не верится. Пусть там кто-то любит хвалиться и так далее, кто-то себя чувствует лучше, умнее, опытнее, мудрее. Каждый имеет право на свое собственное мнение. Но когда люди противопоставляют себя тебе и говорят: вот ты знаешь, ты здесь еще, а я вот тут, я уже вырос, а ты еще здесь. Ну, тем самым та же самая дуальность проявляется. Давай, малыш, поучись у Да, нас. человек, он противопоставляет себя, опять же, другому человеку. И опять же идет осуждение, опять же идет как какая-то оценка, уравновешивание весов, да, где чаша весов ниже, где выше. Опять же, это дуальность. Ну, никто не может выйти из нее, кроме действительно святых, просветленных людей, мастеров, гуру, которые, в принципе, уже отходят от этого мира. Давайте не будем брать такую высоту, тем более, что мы никогда о себе так не говорим, и не дай бог вообще когда-то сказать про себя, что я просветленный, я такой-то святой. Не надо. Давайте останемся без этого. Настоящие просветленные себя таковыми, как правило, не называют. Да, конечно. Тем более не вешают такие лозунги, типа «я просветленный, все ко мне». Даже это, знаете, вот особо не трогает. Да бог с ним. Как люди считают, так пусть и считают. Мне бы вот хотелось сказать как женщине, другим женщинам, которые писали такие комментарии, где почему-то решили, что они знают лучше, как наша пара, кто из нашей пары любит друг друга больше, кто на кого смотрит. Вот были такие комментарии, не очень приятные, честно говорю. Друзья, родные, ну давайте подумаем, зачем брать на себя роль Бога? Ведь только один Бог может судить о человеке, о его делах, о его поступках.
о его испытаниях, достаточны ли они для него или они недостаточны. Зачем нам брать на себя такую роль, тем самым творя себе эту карму, что мы взяли на себя роль Бога, чтобы вешать ярлыки на других, чтобы оценивать события, насколько эта пара едина, насколько она любит друг друга, насколько они настоящие, ну и так далее и тому подобное. Для чего все это? Ведь даже в Ведах написано, если мы осуждаем человека за его какие-то неблаговидные поступки, то мы берем на себя часть его негативной кармы. То есть мы эту карму на себя просто перетягиваем за простое осуждение. Это действительно так. Энергетически вы просто на себя берете негативную карму. Для чего вам это нужно? Для чего вам нужно вообще судить кого-то? Будь то мы, будь то другие люди. Если вам не нравится, если у вас не откликается то, что мы делаем, то, что мы говорим, если мы вам не нравимся, ну просто пройдите мимо, ну ищите то, что вам нравится, то, что вам помогает, то, что откликается. Ведь каждый человек, он волен выбирать. А у каждого есть свобода выбора. Ходить на один канал, ходить на другой канал, смотреть одну информацию или другую информацию. Давайте будем прежде всего людьми. Давайте прежде всего будем помнить о том, что мы просто люди. Мы все частички Бога, но мы не Бог. Мы не можем владеть Его мудростью и тем более Его властью судить других людей. Это нам недоступно. Давайте просто быть людьми прежде всего. И пусть в нас просыпается человеческое, пусть в нас просыпается больше доброты, любви и сострадания к нашим же сородичам. Ведь знаете, на самом деле, я где-то прочла или услышала, что только человек убивает себе подобного из всей природы. Ни одно животное не убьет себе подобного просто так. Только человек способен на это. Давайте задумаемся над этим на самом деле и будем более добрее, более человечнее. И может быть тогда мир наш действительно станет лучше, и может быть тогда такие испытания, которые проходят пары родных душ и проходят другие люди, может быть, тогда эти испытания будут проходиться легче, когда вы будете знать, что человек, который рядом с вами, чужой или близкий, он поддержит вас, он не отвергнет вас, но он поддержит вас, тогда будет легче, тогда будет светлее. Все-таки возникла новая эпоха, зарождается новая эпоха, новые дети рождаются, приходят в этот мир, новые отношения мужчины и женщины. Приходят знания, которые раньше были сокрыты. Так давайте же будем лучше. Зачем мериться достижениями на этом пути? Зачем выяснять, кто лучше, кто хуже? Найдите свое, и пусть вам будет благо. Мы нашли свое. Мы служим тем людям, которые идут тем же путем, что и мы. И это наша, прежде всего, задача нашей жизни. Мы знаем, с Андреем в какой-то момент мы просто поняли, осознали, что мы не можем жить просто счастливо и довольствоваться этим. Хотя, конечно, это хотелось на первых порах, потому что была неземная любовь, неземное блаженство, единство. Но в какой-то момент ты просто понимаешь, что это эгоизм, просто жить счастливо для себя, друг для друга. А ты понимаешь, что ты пришел в этот мир для того, чтобы что-то передать другим, тем, которые тебя услышат, тем, которые тебя поймут, и тем, которые также очень хотят идти и идут этим путем. И вот что есть наивысшее благо — поделиться частицей своего сердца, своей любви с другим человеком. И если ему это поможет, то это наивысшая благодарность. Я думаю, что ради этого мы все и живем. Еще раз дополнительно хочется выразить благодарность, настоящую, искреннюю благодарность тем людям, которые писали нам: вы нам нужны, вы нам очень нужны. Да. И некоторые даже писали, что, прозвучит нескромно, но это так было, нам так писали, что без вас мы не представляем, как вообще на этом пути можно оставаться. Но это наши близкие, такие родные Это души. наши, да, очень близкие люди, с которыми у нас очень близкое и долговременное общение, мы несколько лет общаемся, мы друг друга хорошо знаем.
Мы говорим это не для того, чтобы похвалиться, а для того, чтобы быть правильно понятыми. То, что мы делаем для того, чтобы людям было легче и понятнее оставаться на этом пути. Вот для чего мы все это делаем. Мы это не делаем для того, чтобы как-то выглядеть, да? Мы это не делаем для того, чтобы заработать себе каких-то званий, почитаний. У нас нет никаких таких, вы знаете, поклонников. Кто-то, кстати, иногда пишет «секта», да? Такие очень-очень редкие комментарии. Написано: что, секта, что ли, да? Вот у нас нет ничего подобного, так что никаких аморальных удовольствий мы от своей деятельности не получаем. Самая главная для нас награда – это знать, чувствовать, что наша жизнь, наша деятельность, она кому-то помогает жить. И пишут люди, вот такие отзывы хорошие, пишут люди самые разные, и разных возрастов, и разных путей жизненных, даже те, которые не идут путем родных душ, но они что-то очень важное и ценное находят для себя в том, о чем мы говорим. И вот в связи с тем, что сказала Шанти, хочется сказать, дорогие наши друзья и не очень друзья, если вы недовольны нашей деятельностью, может быть, вам просто стоит найти тот канал, видеоканал или то какое-то движение, направление, где вы также будете получать поддержку, или где вы будете реально помогать другим людям, да? Зачем тратить свое время, энергию на то, чтобы осуждать, там, поучать, говорить, как мы должны делать? Зачем всем вот этой ерундой заниматься, когда вы можете заняться конструктивным, интересным делом, сделать что-то свое, да, что поможет другим людям? Или прийти туда, где вам что-то поможет. Вот кто-то пишет нам, что путь родных душ привел меня в Адвайту, я теперь увлекаюсь Адвайтой. Ну, прекрасно. Ну, ходите туда и там общайтесь. Зачем нас учить чему-то другому? Мы никогда не осуждаем никого за другие пути. Мы не говорим вам, не ходите туда, не ходите сюда. Наоборот, когда нас спрашивают, вы говорите, вот кто-то пишет довольно часто или на консультации спрашивает: а вот как вы считаете, вот этой практикой заниматься или нет? Мы всегда, за редчайшим исключением, наверное, отвечаем, что если вы чувствуете, что вам это нравится, если вы для своей души там что-то находите, сходите туда и позанимайтесь этим. Да. Но мы просто от себя говорим, что наш путь – это путь родных душ. И мы на нем живем, и мы на нем развиваемся, мы на нем счастливы, и на нем мы периодически страдаем и так далее. И происходит жизнь. Да. И наша жизнь, она помогает чьей-то другой жизни. Это так великолепно. Однажды, не так давно, один человек мне сказал, причем человек, он не идет путем родных душ, и вы знаете, от духовной практики очень далекий. Это юрист. Вот, может быть, он, кстати, увидит это видео, да, вот он однажды мне не так давно в телефонном разговоре сказал, говорит: Андрей, вот я с вами поговорил час, и это, может быть, в моей жизни так сильно отзовется, что изменит мою жизнь. И вы тогда, он, обращаясь ко мне, говорит, и вы тогда будете знать, что вы не зря прожили жизнь. Вот, вы знаете, из уст человека, который далек от духовной практики, услышать такие слова, это что-то особенное. Я совершенно не ожидал в разговоре с ним, что на него что-то, какие-то мои слова подействуют. Но он мне их сказал. И это было действительно что-то особенное. После этого я так несколько мгновений молчал, что это меня так сильно всколыхнуло. Так вот, почему я это говорю? Дорогие наши критики и недоброжелатели, может быть, вам найти какое-то свое направление, где вы также сможете быть полезными другим людям, реально полезными другим людям, или найти для себя пользу в других направлениях, а не заниматься тем, что вот, значит, такие какие-то едкости, колкости и откровенные хамства иногда даже писать нам. Мы же все равно не публикуем эти комментарии. Ну, потому что, ну зачем? Вы знаете, ну, дряни в жизни, простите за это слово, дряни в жизни, оно полно. Зачем еще его и плодить? Давайте плодить и распространять что-то доброе, что-то приятное, конструктивное, полезное, я не знаю, какое-то еще, вот интересное, чтобы было интересно, чтобы было вот кайфово,
чтобы вам когда-то кто-то однажды сказал: слушай, ты не зря прожил жизнь. Да. И сказал это так из глубины души, чтобы это вас задело, и на несколько секунд вы замолчали от потрясения вот этого. Может быть, вот так вот лучше выстраивать свою жизнь. Ну, вообще, в последнее время, наверное, конечно, испытания происходят не случайно. Они выводят нас на новый уровень. Они дают нам понимание нового качества жизни. Очень много переосмыслений происходит. И когда человек остается верный свету и Богу, и любви, то он вырастает в этом, он вырастает в свете, он не скатывается вниз, ни вместе, ни в жалении себя, да, и так далее. Если вы не скатываетесь в это, то значит вы вырастаете в свете. И это самое главное. И для Бога это огромная радость. Для всех наших светлых сил, для высших наших родных сил. Это счастье, когда мы справляемся с нашими испытаниями, остаемся верными любви, свету и добру. И я всегда повторяю в последнее время: пусть победит любовь и добро, потому что это самая сильная на планете энергия, и эта сила, но она просто непобедима. Она прекрасная, она дает жизнь, она дает счастье и радость. Она не дает страданий, эта сила. Даже если вы страдаете и все равно остаетесь преданным своей любви, вы поднимаетесь над этим страданием, и вы становитесь счастливыми. И вот вчера, наверное, или сегодня написала еще одна замечательная девушка. Она тоже идет духовным путем, светлым путем, помогает другим людям. Она написала с благодарностью за наше видео и сказала: Шанти, ну расскажи, поделись, пожалуйста, как-то, либо в видео, либо письмом, как ты спасла ситуацию через любовь. И вот в этом видео нужно, конечно, это тоже будет рассказать, потому что она просила, она сказала, ведь это важно для всех нас, имея в виду женщин. Вы знаете, на самом деле особо и нечего рассказывать. Мы все это уже рассказали в наших предыдущих видео. За предыдущие годы, начиная с 2014 года, мы говорили всегда: оставайтесь преданными потоку своей любви, и вы победите. Вот все, что я делала в этот раз, когда было очень тяжело, когда земля уходила из-под ног, когда меня буквально темные силы старались выбить вообще из всех моих жизненных событий, убрать у меня веру во все, что у меня было раньше. Вера моя, мне казалось, никогда не будет победима, но даже и здесь меня испытывали в этот раз. И несмотря ни на что это, я просто выбирала любовь. Я просто закрывала глаза, обращалась в свою душу, в сердце и говорила: пусть я все равно выбираю любовь, я все равно остаюсь в любви. Я не хочу ни ненавидеть, не хочу ни мстить, я не хочу, не желаю никому отмщения за то, что происходит с нами. Я желаю всем добра, и я хочу любить. И я обращалась к Богу и говорила: Господи, помоги мне остаться в любви, помоги мне остаться в свете. И никого не осуждать, никого не критиковать, принимать всех такими, какие они есть. Вот вы знаете, ну это я своими словами говорила, что мне близко, что мне было необходимо. И я слышала, как Бог откликался на мои слова, и в моем сердце расцветала вновь любовь. Сегодня такая ветреная погода, и приходится говорить громко, потому что кажется, что ты себя не слышишь. Даже не знаешь, что у нас потом со Да, звуком будет. не знаю, получится ли звук. И вот когда в моем сердце расцветала любовь, в отклик на эту молитву, обращение к Богу из самого моего сердца, мое сердце оживало, я оживала. И я тогда еще раз и еще раз понимала, что мой путь — это любовь, что без любви я не живу. И если ваш путь — это любовь, если вы то же самое чувствуете, то несмотря ни на что, ни на какие трудности, даже если вас сейчас не понимают, даже если вас сейчас отвергают, откровенно критикуют и говорят, что вы все делаете не так и неправильно,
все, что бы ни происходило сейчас, если вы чувствуете, что ваш путь — это любовь, что только в любви вы живете, ваше сердце оживает в любви, и вам нравится этот путь, то оставайтесь в ней, следуйте ей, и вы непременно победите. Это очень просто. Ну, мне кажется, Но на я самом деле не так знаю. просто бывает выйти. И, да, и я хочу, чтобы Андрей рассказал от себя, Да. как мужчина, как женщина может своей любовью исправить ситуацию. Пусть он расскажет об этом. Да, вот я сейчас как раз хотел об этом сказать. Мне кажется, я знаю, что имеют в виду зрители, наши читатели, когда просят рассказать, ну вот что конкретно. Ну, сразу же писали, кстати, опять-таки в комментариях, в вопросах, ну а что ж конкретно у вас произошло, что за конкретный удар, ну расскажите. Ну, сходите в нашу группу ВКонтакте, я там чуть-чуть описал, да, совсем немного. Я написал, что у нас есть личная жизнь, понимаете, у каждого человека, у каждой пары есть своя жизнь личная. И всех личных подробностей мы не будем рассказывать. Но просто потому, что должно быть что-то личное. Вы это можете прекрасно понять, любой человек. Не нужно вот вообще всю, не только все вещи, но и каждую ниточку показывать на обозрение, да? По крайней мере, мы этого не хотим. В нашем прошлом видео мы рассказали, что был удар, это был энергетический удар. И многие правильно поняли, это был удар со стороны. Очень сильный удар со стороны. Кто-то писал, да, ребята, это ваше эго. Вы знаете, вот пройдя этот долгий путь, более 7 лет, мы можем отличить, когда идет что-то изнутри от эго, да, и когда что-то идет снаружи. Есть отличие. Поэтому мы, собственно, и сделали это видео, которое назвали «Удар». Удар – это то, что снаружи. Так вот, и, значит, по поводу вот этих частных подробностей мы не будем всего рассказывать. Это не имеет существенного значения, а существенное значение имеет то, что мы сказали. Если вы в прошлом видео, если вы испытываете вот такой удар снаружи, то этот удар будет направлен на вашу веру, на вашу уверенность в том, что путь любви – это ваш путь. Вот именно этот внешний удар, этот внешний удар именно в эту точку бьет, что больше не верь в этот путь. Ты видишь, какое здесь страдание, ты видишь, что здесь за ужас творится. Сворачивай оттуда, с этого пути. Живи нормально, как все. Живи обычно такой формальной, лживой жизнью. Притворяйся, надевай маски, и не будешь получать удары. Вот на это направлен удар. Об этом мы говорили в прошлом видео, что несмотря на такие подобные удары, вы можете сохранить свою любовь. Вот это было самое главное, а не то, что откуда пришло, почему пришло, фамилии, явки, размер обуви, да, не имеет значения. Это по поводу личных подробностей. Теперь, значит, все-таки вот этот вопрос, как же конкретно Шанти своей любовью, как я и говорил в прошлом видео, за несколько минут она просто вот своей любовью, не лично своей силой, я прошу обратить внимание, да, а своей любовью, которая через нее проходила и которая живет в ее сердце. Это свойство Шанти, у нее в сердце живет огромная громадная любовь. Как она вот этой огромной громадной любовью за несколько минут просто развеяла все чары, развеяла всю тьму. Я расскажу во всех подробностях, пожалуйста. Мы сидели на кухне, за кухонным столом. Она сидела с левой стороны от меня. Вот видите, все подробности. Мы смотрели друг на друга. И она мне просто говорила, как она меня любит. В обычных словах их не имеет смысла как бы повторять, я их и не помню дословно. И говорила она вот из своего огромного сердца. И слова эти были такие, имели такую силу, что вся вот эта тьма, она просто развеялась. Она говорила не громко, она говорила обычным тембром, не тихо, не громко, не вкрадчивыми словами, не используя какие-то техники. Она просто говорила как есть. Как вот
собственно, общаются люди в жизни, да? Из Но, сердца. но из сердца и говорила со всей искренностью. Она рассказала, что всегда любовь у нее это была, есть и будет, и я это, в общем-то, и знал. И сказала, что ты еще сказала? Ну, я говорила в потоке любви. Это был в потоке, да. Все мои слова, которые я говорила, они шли именно не из меня, как вот из головы, там, из рассудка. Они шли в потоке. То есть через меня проходил этот поток. И такое очень часто происходит в нашей паре, когда либо Андрей в начале нашего пути, он мне передавал знания, энергию, через него шел поток. Он просто передавал, а я впитывала как губка. Но об этом мы потом Да, расскажем. а здесь я говорила, периодически я ему говорю что-то в потоке. Я говорю, ты знаешь, вот мне вот открылось вот что то-то, то-то, и говорю. Я даже говорила ему, для чего эти испытания нам дались, чтобы мы стали там то-то и то-то. Ну, это уже наши, да, подробности личные. И я говорила именно из сердца, из любви, без какой бы то ни было мысли о том, что там удержать этого человека. Нет. Это была бескорыстная, безусловная Это очень любовь. важно, да, это очень важно, дорогие женщины. И мужчины тоже. Но женщины, наверное, больше. Потому что мы, женщины, мы по своей природе склонны создавать мир микромир. Вот мир нашей семьи, он для нас является самым важным. Мы берегини нашей семьи, берегини рода, да, называется, берегини очага. Это правильно. А мужчина, он всегда смотрит вдаль, он макро создает мир. Для него там важно быть важным, полезным. Так вот, мы, женщины, всегда стараемся сделать так, чтобы мужчина был рядом, чтобы он вот был с нами. Очень многие женщины от этого страдают. Когда вы отпускаете это желание, это достаточно корыстное желание нашего эго. Когда вы отпускаете желание эго, чтобы этот человек принадлежал вам, когда вы отпускаете и вы говорите, я полностью принимаю твой выбор, ты можешь выбрать все, что угодно, но я выбираю любовь. Я выбираю любовь, я выбираю наше единство. И для меня это самое главное. Вот так я жила на протяжении 2 недель в этот раз, когда было очень тяжело. Я принимала выбор Андрея, который он проходил свои уроки в этот момент. Мы были в разных городах в это время. Кто-то опять писал, почему он был не рядом, почему ваша половинка вас не поддержала. Но другая женщина очень правильно ответила, что даже если рядом в такие моменты бывают половинки, все равно это бесполезно. Все равно их будет растаскивать. Это правильно, действительно так. Ну так вот, когда вы даете свободу в своей любви, и когда вы вырастаете до этого, то на самом деле происходит чудо. Если человек, ваш партнер, он зрелый, он осознанный, то он будет это очень сильно ценить. Именно мужчина. Я сейчас говорю женщинам. Именно мужчина. Он будет это ценить, что вы даете ему свободу именно на тонком плане, на уровне души, на уровне его действий. Любовь и свобода — это высокое состояние, и в него не всегда можно попасть. Иногда вы можете попадать, иногда можете возвращаться обратно в повседневность, и как будто этого не было. Но оставайтесь в этом. Когда вам трудно, когда вас что-то не устраивает, давайте свободу человеку, любому человеку. Будь то ваш любимый, будь то ваши дети, ваши мама и папа, ваши близкие. Мы очень часто ограждаем свободу другого, а на самом деле лучше ее дать. И человек, он проникается к вам большим доверием. Он чувствует, что вы действительно его любите по-настоящему, а не держитесь за него и говорите, я люблю тебя, только ты будь со мной, а я тебя все равно люблю. Да? Это другая любовь, от нее нужно уходить. Мы всегда тоже об этом говорим, что идите к высшей любви. В общем-то, фактически получается все то же самое, о чем мы часто говорим, да, но просто зрители часто воспринимают это как какие-то заученные фразы, как будто мы из книжки все это говорим, да, Да. вот книжки начитались, и вот это все говорим. Да нет же, понимаете, это вот наш путь. Это наш путь, и мы говорим то, что работает.
Более того, Вот Шанти сказала очень важную вещь. Вот она сейчас сказала, давайте любовь и свободу. Но она сказала очень важную вещь на тонком плане. да, да. И вот сейчас можете подумать, что пошла реклама, да? Вот я могу вам сказать, именно на ретритах мы рассматриваем, что такое говорить на тонком плане. Именно на ретритах. Вот все, кто участвовал в ретритах, они это знают, помнят. И на последнем байкальском ретрите, вот сейчас кто смотрит, кто был на нем, да, вспомните, я говорил, и особенно отметил, попросил даже записать, я говорил, что когда мы говорим о духовных каких-то ценностях, понятиях, каких-то важных, ключевых духовных элементах, или даже, можно сказать, механизмах, да, это именно духовные элементы. Духовные механизмы, духовные знания, они энергетичные. Вот это понятие любовь и свобода, оно тонко энергетичное. Если вы начнете это применять просто на уровне повседневного мышления, у вас не сработает. Вы скажете своему мужчине: да иди ты, пожалуйста, я тебя не держу. И он уйдет. И вы скажете: Андрей и Шанти, вы меня обманули. Вы сказали, дайте ему любовь и свободу, и он ушел к другой. И там занимается любовью и свободой с другой. Но мы-то говорили не о повседневном уровне мышления, а именно, как Шанти сказала, о тонко-энергетичном, о духовном. Понимаете? Когда у вас это внутри будет, когда у вас будет это внутри тонкое духовное состояние любви и свободы, тогда вы его сможете передать другому человеку. Вот если Шанти сидела за этим самым кухонным столом, да, и у нее любовь и свобода была внутри, и она мне о ней говорила, и она мне ее передала. И мы оба это воспринимаем и понимаем. И сразу весь мрак развеялся, и наше единство, оно как было, так и остается. Именно вот на духовном плане. Вот на духовном плане это сработало. Как это можно объяснить словами? Словами это объяснить чрезвычайно трудно. Это можно делать, да, Это можно передать. в поле вот энергией. тренинга, в поле ретрита. Мы несколько дней это делаем. Да. Люди в медитациях, в практиках, в техниках выходят в этих состояниях, и мы говорим: вот, видите, вот оно. Они говорят: да, мы понимаем. Да, да. Только когда вы в полной мере это испытаете, любовь и свободу, да, в полной мере, не раз, не два, а много-много раз вы будете практиковать это, тогда вы будете четко понимать, о чем, собственно, речь. И я возвращаюсь опять вот к такому очень важному вопросу, который задала вот та самая девушка, наша хорошая знакомая, Анна ее зовут. Она спросила: Шанти, как же ты спасла эту любовь? Вот опять возвращаемся к этому. Спасла тем, что у нее внутри любовь и свобода. И она открыто и искренне выразила мне свою любовь и свободу и передала ее. И у меня внутри любовь и свобода. И это вот так переплелось, и единство образовалось. Вот и все. Вот и все. Вы можете задать еще следующий вопрос, и следующий вопрос, их может быть очень много. Вы можете спросить: а если мужчина не чувствует любовь, свободу, то что делать? Да? А мужчина, в свою очередь, может точно такой же вопрос задать, кстати. Есть такие мужчины, которые действительно, они любят свою вторую половинку, а женщина никак не отвечает. Да. То есть вот иногда вообще бытует такое мнение, даже в комментариях часто пишут, что женщины готовы, женщины все отдают, женщины любят, женщины хотят воссоединяться, а мужики нет. Да ничего подобного. Мужики просто гораздо больше молчат. Они об этом очень мало рассказывают, это не принято. У мужчин вот в обычной среде общения это не принято говорить. Встречаются такие, говорят: Серега, как дела? Да вот, понимаешь, вот сказал ей, что у меня любовь и свобода, а она не поняла. Вы представляете себе такую ситуацию? Ну нет, конечно. У мужчины в этом отношении гораздо меньше возможностей, чем у женщин. Женщины по природе более открыты, они более коммуникабельны, они постоянно общаются, они могут друг другу, то, что называется, душу раскрыть, и у них ничего нигде не ёкнет. Да. А у мужчины только после третьей. И то не всегда. Ну, на самом деле есть разные мужчины, есть те, которые приезжают на наши ретриты, они разговаривают с Андреем на такие темы. Да. И это прекрасно, на самом деле это прекрасно.
Ну что, ну надо завершаться. Да, надо Надо завершаться. уже завершаться. Что мы хотели сказать в этом видео? Мы, во-первых, хотели выразить свою огромную искреннюю благодарность всем, кто нас поддержал. Да. Хотели отметить, что возникло вот это духовное единство, и пусть оно сохраняется, пусть оно растет, пусть его будет больше. Хотели также сказать тем людям, которые любят критиковать или просто такие гадости говорить. Гадости. Есть такое слово гадость. Гадость сказать. Вот так просто шел мимо, раз гадость сказал, как плюнул, простите, да? Вот сказать таким людям, ну займитесь чем-нибудь конструктивным, займитесь чем-нибудь своим. Чего вы тратите время, силы на то, чтобы вот всякими разрушительными вещами заниматься? Ну, что-нибудь создайте свое, или пойдите куда-нибудь, где вам нравится. Не смотрите нас, если вам не нравится. Вот и все. Свобода выбора – это элементарно. Ну и что еще, может быть, даже самое главное, сегодня мы хотели сказать, что действительно, я так думаю, я даже, наверное, в этом уверен, что женщина, благодаря своей природной, божественной даже склонности, таланту, способности, не знаю, как сказать, предрасположенности к любви. У женщины по природе больше активна анахата, сердечный центр. И вследствие этого женщина может это спасать. Может спасать, когда это необходимо, когда единство уходит, там трескается по швам и так далее. Женщина может спасти, но может она спасти по-настоящему, только когда она действительно будет духовной. Когда эта любовь будет не собственнической, не на повседневном плане, не на астральном плане любовь, что давай ты ко мне, иди сюда, ты мне нужен и тому подобное, а любовь именно духовная. Это энергия, это состояние. И женщина, входя в это состояние, транслируя через себя эту энергию, своим этим огромным сердцем, может все спасти и весь мрак развеять. И женщина на это способна. Мужчина тоже может, но ему, я думаю, гораздо труднее это сделать. Ну, просто разные функции у женщины и у мужчины. Да, разная природа, разные природные задачи. Вот поэтому, дорогие женщины, будьте духовными на самом деле. Выводите свою любовь на высшие уровни. Как бы это вам, может быть, не казалось, вот эти вот слова не казались непрактичными, либо непонятными и так далее, но вот именно вот эта высокая, высоковибрационная духовная любовь, она и спасает все. Вы можете спасать свою любовь, но спасайте ее по-настоящему, вот исходя из этих высших состояний. Женщины могут это делать. Да пребудет с каждым из нас любовь и свет.